Всем привет! Меня зовут Кристина, вы на канале о вязании. Сегодня хочу вам предложить связать вместе со мною тело для вот такой вот игрушки. Все эти игрушечки разные, но тело у них одно. На основе этого тела вы сможете связать много разных игрушек. В этой части я буду показывать только, как связать тело. Игрушка цельновязанная, то есть ручки ввязываются, ножки и голова вяжутся вместе. Игрушки получаются немножко разные по величине, за счет того, что я вязала разными крючками. Допустим, вот эту игрушку я вязала крючком номер 2, а единорожку крючком 2,25. Соответственно, игрушка получилась немножко больше. Так как полотно тянется больше, за счет того, что вязка не такая плотная, все эти игрушки я вязала из Yarnart Jeans и Alize Cotton Gold. Из Alize Cotton Gold игрушки получаются немного меньше. То есть лисичка связана из Yarnart Jeans, а мишка из Alize Cotton Gold. Буквально на 1 сантиметр он получается меньше. Рост игрушки в среднем получается 14-15 сантиметров. Если вы вяжете галочками, либо крючком больше двойки, то у вас игрушка, соответственно, получится больше. Вот такие милые игрушки получаются из этого тельца. Я просто меняю им ушки, мордочку. Вот в данном случае еще привязала гриву, рог, и уже получается единорог. Вот такая пчелка у меня есть. Здесь добавлены у нее крылышки. Ну, в общем, все логично. Оставлю здесь единорожку выглядывать. Итак, для вязания нам понадобится крючок. У меня это крючок номер 2, кловер. Также я буду использовать вот такую вот пряжу Yarnart Jeans. Здесь 55% хлопка, 45% полиакрила. Лавандовый такой цвет, номер 89. И для некоторых частей тела, нижние, допустим, ручки, ножки, я буду использовать вот такой молочный, это цвет 03. Я буду вязать вот такой вот тельце, когда лапки и ножки немножко другого вот цвета, чтобы их так немножко отделить. Также такое отделение подойдет для единорога, для котика, ну, в общем, для многих игрушек. Но вы можете вязать и одним цветом. Допустим, вот я вязала мишку, ему я такие лапки, ножки не делала. Наше вязание мы начнем с ручек, верхних лапок, так сказать. Делаем кольцо амигуруми. И в это колечко вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И затягиваем. Если для вас скорость вязания медленная, либо слишком быстрая, вы можете в настройках здесь в YouTube нажать на шестеренку и сделать скорость либо больше, либо меньше. И вот выбрать, как вам больше нравится. Ну, я показываю здесь такие элементарные вещи, которые, я думаю, новички уже умеют. Так, мы связали первый ряд, вяжем второй ряд. Поставьте маркер, чтобы вы не ошиблись. В качестве маркера я люблю использовать просто вот такую тоненькую ниточку. Тоненькую, чтобы не оставлялись дырочки. Итак, вяжем второй ряд. В этом ряду мы в каждый столбик провязываем прибавку. Один, два, три,
4, 5, 6. Связали второй ряд. Вяжем третий ряд. В этом ряду нужно вязать 3 столбика прибавка. Раз, два, три. И делаем прибавку. Далее снова вяжем 3 столбика. Раз, два, три. И делаем прибавку. И последний раз. Раз, два, три. Делаем прибавку. Следующие два ряда, 4 и 5, мы вяжем без изменений. По кругу вяжем по 15 столбиков. И всего у нас получится, что мы провяжем 30. Думаю, вы сможете это сделать самостоятельно. Вяжем 2 ряда по 15 столбиков. Итак, мы провязали 2 ряда. Теперь вяжем 6 ряд. В этом ряду мы будем делать сразу 3 убавки. Делаем первую убавку. Я делаю убавочки только за передние стенки. Подхватываю одну стеночку, вторую и убавляю. И таких убавки нам надо сделать 3. Делаем следующую. Сделали 3 убавки и далее до конца ряда вяжем просто столбики без накида. Всего 9 штук. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А теперь в этом ряду мы будем менять ниточку на цвет тела. Берем, распускаем последний столбик, но не полностью, а только вот оставляем 2 петельки. Берем новый цвет, цвет тела, и закрываем этот столбик вот так вот. Подтягиваем ниточки. И вяжем 7 ряд. Делаем 2 убавки. 1, 2. И далее до конца ряда вяжем просто столбики 8 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Провязали ряд, и теперь мы можем сделать узелок и обрезать вот эту вот белую ниточку. Но у меня она не совсем белая, она молочная. Делаем 2 узелочка и отрезаем. Прячем эти кончики вовнутрь, чтобы они нам не мешали вязать. И вот такая деталька у нас уже получилась.
Далее, без изменений мы вяжем 9 рядов, то есть с 8 по 16 ряд. Будем вязать по спирали по 10 столбиков в каждом ряду, всего 9. Я думаю, вы с этим справитесь без меня. Просто по кругу вяжем 9 рядов. Набивать ручку мы будем не всю, а только вот эту вот белую часть. Для этого я беру небольшой кусочек холофайбера, сминаю его, делю на 2 равные части, примерно так, на глазок, чтобы ручки у нас были равномерно набитые. Так, по ощущениям смотрю, чтобы холофайбер был в одинаковом количестве. И наполняем ручку. А вот этот вот второй кусочек будет у нас для второй лапки. Все, дальше наполнять не нужно, просто вяжем по спирали. И встретимся в последнем ряду. Еще раз повторюсь, сейчас вяжем 9 рядов по 10 столбиков. И я снова подключусь. Итак, провязали мы 9 рядов. Теперь вяжем 17 ряд. 17 ряд вяжется очень быстро и просто. Просто за 2 стеночки мы вяжем 5 столбиков без накида. Берем одну сторону, находим вторую, она прям вот здесь вот с краешку, провязываем 1 столбик, далее захватываем опять 2 стеночки, вяжем второй, третий, четвертый и вот последний, 5. Провязали 5 столбиков, делаем последний такой вот соединительный столбик, оставляем небольшой кончик и обрезаем ниточку, так как ручки мы будем ввязывать. Вот такая вот ручка у нас получилась. Она вот так изогнута. И вот таким же образом мы будем ее ввязывать, чтобы вот эти вот убавочки у нас смотрели к телу. Вот таким образом. Аналогично вяжем вторую лапку, ручку. Связали мы 2 вот такие вот ручки. И теперь начинаем вязать ножки. Начинаем вязание молочным цветом, либо же тем же цветом, которым вы начинали вязать ручки. Делаем колечко амигуруми. И в это колечко мы провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сделали 6 столбиков и затягиваем колечко. Ставим маркер. Вяжем второй ряд. В каждый столбик мы провязываем прибавку. И всего по кругу у нас получится 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Хорошенько затягиваем колечко, чтобы не было дырочки. Вяжем третий ряд. В этом ряду мы будем вязать 3 столбика прибавка 3 раза. 1, 2, 3, прибавка.
1, 2, 3, прибавка. 1, 2, 3, прибавка. Закончили ряд. По кругу у вас должно получиться 15 столбиков. Теперь вяжем 4-й ряд. Делаем убавку. Убавку я делаю за передние полупетли. Подхватываем одну петельку, вторую петельку и их провязываем. Далее вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем прибавку. И далее до конца ряда вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. У вас в этом ряду также должно получиться 15 столбиков. Вяжем 5-й ряд. Провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем прибавку. Вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И делаем убавку. Завязали ряд до конца. У вас также получается 15 столбиков. Вяжем 6-й ряд. Делаем убавку. Провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем прибавку. И до конца ряда вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь в 7-м ряду мы будем менять ниточку. Берем ниточку цвета тела. Распускаем последний столбик, но не до конца. Подхватываем эти петельки и закрываем столбик другой ниточкой. Ниточки хорошо подтягиваем, чтобы не было дырочек. И вяжем по кругу 15 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Закончили 7-й ряд. Теперь уже можно закрепить ниточку. Делаем узелочек. И нить можно обрезать. 8-й ряд вяжем самостоятельно, просто 15 столбиков. Провязали 8-й ряд, 15 столбиков. Теперь вяжем 9-й ряд.
В 9 ряду мы будем провязывать 4 столбика прибавка 3 раза. 1, 2, 3, 4, прибавка. Раз, два, 3, 4, прибавка. И последний раз. 1, 2, 3, 4, прибавка. Теперь следующий столбик, где у нас маркер, мы делаем соединительную петлю и ниточку обрезаем. Аналогично вяжем вторую ножку, только нить не обрезаем. Связали мы 2 вот такие вот ножки. У одной мы ниточку обрезали, на второй нет. Второй ножки мы здесь соединительный столбик не делаем. Просто провязываем последний 9 ряд и продолжаем вязать тело. Делаем 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. Берем нашу ножку. Смотрите, в этот столбик мы делали соединительную петлю, значит, в следующую мы будем присоединяться. Присоединяемся сюда, и этот же столбик у нас будет первым. Первый. И дальше провязали первый столбик, прикрепились, и дальше вяжем второй, третий и так далее, 18 столбиков. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Четырнадцать. Эту ниточку можно вот сюда вот проложить и ее ввязать. 17. Связали 17 столбиков. 18 мы будем вязать немножко по-другому, чтобы у нас не образовалось дырочки между ножек. Мы подхватываем переднюю петельку 18 столбика и первую воздушную петельку, которую мы вязали вот здесь вот между ножек. Вот так поворачиваем и ее захватываем. Вот. И провязываем их вместе. Это у нас будет 18 столбик. Далее вяжем по цепочке столбики. 1, 2, 3. И четвертый столбик я провязываю за вот эту вот половинку столбика, чтобы также не образовывалась дырочки. Это у нас четвертый столбик якобы по цепочке. Далее по этой ножке вяжем 18 столбиков. Провязали 18 столбиков. Далее вот здесь вот по воздушным петлям нашей цепочки провязываем 4 столбика. Вот это вот первый.
второй, третий и четвертый. Провязали. Теперь вот здесь у нас будет начало ряда. Ставим маркер. И мы начинаем вязать второй ряд. Вяжем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Это получается примерно вот сбоку здесь. Если вдруг у вас петли смещаются, вы вяжете галочками или еще каким-то способом, то вот просто обозначает, что прибавка будет вот здесь сбоку. Вяжем прибавку. Провязываем 11 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И вот здесь посередине делаем прибавку. Далее вяжем 10 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И также вот здесь вот сбоку мы делаем прибавку. Прибавка. Провязываем 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Делаем посерединке ножек прибавку. И провязываем 2 столбика. Все, провязали мы второй ряд. И по кругу у нас получилось 48 столбиков. На этом этапе можно набить ножки, либо можно сделать это чуть позже. Следующий ряд вяжем самостоятельно. Третий ряд мы вяжем просто по кругу 48 столбиков. Провязали третий ряд. Вяжем четвертый ряд. В этом ряду мы будем вязать 7 столбиков, прибавка. И так мы повторим 6 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, прибавка. И далее до конца ряда повторяем 7 столбиков, прибавка. Провязали четвертый ряд. По кругу у нас получилось 54 столбика. Далее самостоятельно вяжем пятый и шестой ряд. Без прибавок, без убавок 54 столбика. Вяжем 2 ряда. Провязали 2 ряда. Теперь вяжем 7 ряд. В этом ряду мы будем делать убавки. Вяжем 7 столбиков, убавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И делаем убавку. И так до конца ряда мы вяжем 7 столбиков, убавка. Встретимся в конце ряда.
Провязали мы 7 ряд, у нас получилось 48 столбиков по кругу. И теперь 8 ряд мы вяжем без прибавок, без убавок, просто по кругу 48 столбиков. Вяжем самостоятельно. Итак, провязали мы 8 ряд. На этом этапе я буду набивать ножки. Беру холофайбер, делю на 2 части, чтобы примерно были одинаковые. И плотненько набиваю ножки. Итак, вяжем 9 ряд. В этом ряду мы будем вязать 6 столбиков, убавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и делаем убавку. Так вяжем до конца ряда. В этом ряду у нас должно получиться 42 столбика. Провязали 9 ряд. У нас получилось 42 столбика. Теперь 10 и 11 ряд мы вяжем без прибавок, без убавок по 42 столбика. Вяжем эти ряды самостоятельно. Провязали 2 ряда. Теперь вяжем 12 ряд. В этом ряду мы будем вязать 5 столбиков убавка 6 раз. 1, 2, 3, 4, 5, убавка. И таким образом вяжем до конца ряда. Провязали 12 ряд. У нас получилось по кругу 36 столбиков. Далее мы вяжем 3 ряда, 13, 14 и 15 без изменений. По кругу по 36 столбиков. Вяжем эти ряды самостоятельно. Провязали 15 рядов, теперь вяжем 16 ряд. В этом ряду мы будем вязать 4 столбика убавка. 1, 2, 3, 4, убавка. И таким образом мы вяжем до конца ряда. В этом ряду у нас должно получиться 30 столбиков. Провязали 16 ряд. У нас получилось 30 столбиков. И теперь 17-18 ряд мы вяжем 2 ряда по 30 столбиков. Вяжем эти ряды самостоятельно. Связали 18 рядов. Теперь можно наполнить еще тело. Далее в 19 ряду мы будем вязывать ручки. Я набила тело и теперь вяжем 19 ряд. В 19 ряду мы будем вязывать ручки. Итак, от начала маркера мы провязываем 4 или 5 столбиков. Это зависит от того, насколько у вас смещаются петельки. Главное, чтобы ручки у нас вязались симметрично. Так, я провязала 4 столбика. Беру ручку, прикладываю и смотрю, симметрично ли ручка расположена относительно тела. Так, 4 столбика достаточно, буду вязывать ручку. Смотрим, чтобы кончик ниточки смотрел вправо. Убавочки смотрели вот эти вот к телу, вот так вот. И ввязываем ручки. Подхватываем столбик на ручке. Находим здесь следующий столбик на теле. И провязываем их вместе. Следующие петельки подхватываем. И следующие на теле. И так провязываем 5 столбиков.
провязали. Первую ручку мы вязали. Кончик я этот не прячу, я его просто оставляю внутри игрушки. Далее провязываем 10 столбиков. Два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Но вы смотрите, возможно, вам нужно провязать больше или меньше. Главное, чтобы ручки были у нас симметричные. Я, наверное, провяжу еще один столбик, 11, чтобы ручки у меня были ровно. Так. Также берем ручку, как и первую, чтобы кончик смотрел вправо. И ввязываем. Провязали. Смотрим, все ли у нас ровненько получилось. Да. И далее до конца ряда провязываем столбики до маркера. Провязали. Теперь вяжем 20 ряд. В этом ряду мы будем вязать 1 столбик, убавка. 1 столбик, убавка, 1 столбик, убавка. И так до конца ряда. И у нас получится 20 петель. Вяжем самостоятельно. Провязали 20 ряд. У нас получилось 20 столбиков. И теперь 21 ряд вяжем также самостоятельно, без прибавок, без убавок, 20 столбиков. Мы связали с вами тело. Вот такое у нас оно получилось. Теперь мы начинаем вязать голову. Отсчет я буду вести с первого ряда, то есть первый ряд головы. В первом ряду мы в каждый столбик будем провязывать прибавку. Всего по кругу у нас получится 20 прибавок, соответственно 40 столбиков. Я думаю, это совершенно несложно. Вяжем самостоятельно. Провязали первый ряд. Вот такие прибавки у нас получились. Теперь мы вяжем второй ряд. Во втором ряду мы будем вязать 4 столбика, прибавка. Смотрите внимательно, чтобы провязать столбик в каждую петельку, ничего не пропустить. 1, 2, 3, 4, прибавка. И таких прибавок мы делаем 8 штук. Не 6, а именно 8. Вяжем так до конца ряда. 4 столбика, прибавка. Провязали второй ряд. Вяжем третий ряд. В третьем ряду мы будем вязать 7 столбиков, прибавка. Чтобы голова имела более круглую форму, я буду вязать немножко со смещением прибавок. То есть сначала вяжу 3 столбика. 1, 2, 3. Делаю прибавку. Далее вяжу 7 столбиков.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Делаю прибавку. Далее также все вяжу 7 столбиков прибавка, и в конце у меня будет провязано 4 столбика. То есть получится первые 3 столбика и последние 4 столбика, как раз получится 7 столбиков между прибавками. Вяжем. Далее до конца ряда 7 столбиков прибавка, и встретимся в конце ряда. Вот мы провязали 7 столбиков прибавка последний раз. У нас здесь осталось еще 4 столбика. Провязываем их. 2, 3, 4. Мы провязали третий ряд. Следующий, четвертый ряд, мы вяжем 8 столбиков прибавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и делаем прибавку. Далее до конца ряда повторяем таким же образом. 8 столбиков прибавка. Всего по кругу у вас получится 60 столбиков. Связали мы с вами четвертый ряд. По кругу у нас получилось 60 столбиков. Далее с 5 по 15 ряд мы вяжем 11 рядов по 60 столбиков. Просто без прибавок, без убавок вверх. Вяжем эти ряды самостоятельно. Встретимся в 16 ряду. Мы с вами связали 15 рядов головы. Теперь нам нужно вставить глазки. Намечаем середину мордочки визуально, либо можно вот так вот иголочкой. И между 11 и 12 рядами мы будем вставлять глазки. Я уже себе наметила. Между глазками у меня 9 столбиков. Ну, вы смотрите, чтобы у вас просто было симметрично. Ну, и как вам больше нравится. Ближе, дальше. Уже на свое усмотрение. Также глазки я буду вставлять 9 миллиметров. Вы можете вставлять 8, 10 миллиметров. В общем, какие вам нравятся, какие у вас есть. А если у вас глазки с толстенькой ножкой, как у меня, то можно взять какой-то крючок, либо что-то такое широкое, чтобы сделать отверстие сначала. Так, делаем отверстие и вставляем глазки. Смотрим, чтобы было симметрично телу, все ровненько. И тогда уже ставим заглушки. Все, наши глазки готовы. Теперь наполняем тело плотненько и продолжаем вязать голову. Я плотненько набила шею, тело, и теперь продолжаем вязать. Так, теперь вяжем 16 ряд. В этом ряду мы будем вязать 8 столбиков убавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и делаем убавку. Далее самостоятельно вяжем до конца ряда. Связали мы 16 ряд. У нас получилось по кругу 54 столбика. Теперь 17 ряд мы вяжем без изменений по кругу 54 столбика.
Вяжем этот ряд самостоятельно. Провязали 17 ряд. Далее мы будем делать закрытие макушечки. Итак, 18 ряд мы вяжем 7 столбиков убавка. Чтобы макушка у нас была красиво ровненькая, ровным кругом закрыта, мы будем делать убавки со смещением. Вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. Делаем убавку. Далее вяжем 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Делаем убавку. И далее до конца ряда мы также вяжем 7 столбиков убавка. Вяжем так до конца ряда и встретимся в конце. Итак, вот мы провязали последнюю убавку. Вязали 7 столбиков убавка, провязали последнюю. И у нас остается 4 столбика здесь. Мы их довязываем до конца ряда. 1, 2, 3, 4. И таким образом у нас получается, что между всеми убавками у нас получается 7 столбиков. Следующий 19 ряд мы вяжем 6 столбиков убавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Убавка. И так вяжем до конца ряда. Итак, провязали 19 ряд. Я уже начал наполнять нашу голову. Набиваем плотненько, выравнивая шею. Все, чтобы хорошенечко у нас без всяких вмятин было. И теперь вяжем 20 ряд. 20 ряд мы вяжем 5 столбиков убавка, но я буду делать со смещением. Я вяжу 2 столбика, 1, 2, делаю убавку. Далее до конца ряда вяжу 5 столбиков убавка, 1, 2, 3, 4, 5, убавка. И так вяжем все до конца. В конце мы сделаем убавку, и останется у нас 3 столбика. Мы их провяжем. Вяжем до конца ряда. Встретимся в последнем моменте здесь. Сделали последнюю убавочку. Осталось у нас здесь как раз вот 3 столбика. И провязываем их до конца. 1, 2, 3. Довязали 20 ряд. Вяжем 21. Вяжем 4 столбика убавка. 1, 2, 3, 4, убавка. И так вяжем до конца ряда. Довязали 21 ряд. Теперь вяжем 22. В этом ряду нужно вязать 3 столбика убавка. Я буду вязать со смещением. Провяжу 1 столбик, сделаю убавку и дальше буду вязать 3 столбика убавка. 1, 2, 3, убавка. Вяжу так дальше до конца ряда. Делаю последнюю убавку и провязываю 2 столбика. 1, 2. Провязали. Наполняем еще голову, чтобы было плотненько. И вяжем 23 ряд. В этом ряду мы по кругу вяжем 2 столбика убавка. 1, 2, убавка.
Раз, два. Убавка. И так вяжем до конца ряда. Довязали 23 ряд, вяжем 24. В этом ряду мы вяжем 1 столбик убавка. Столбик, убавка, столбик, убавка. И так вяжем до конца ряда. Провязали 24 ряд. У нас осталось совсем мало петель. Набиваем голову плотненько, полностью. И будем вязать последний ряд. Последний 25 ряд мы делаем 6 убавок. Я вяжу все за передние стеночки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все, наше тело готово. Вот такое тельце для игрушки у нас получилось. Я не буду показывать, как закрывать макушку. Скорее всего, многие умеют, а кто не умеет делать это аккуратно, я оставлю вам здесь ссылочку, чтобы не затягивать это видео. В этом видео я подробно показываю, как сделать закрытие аккуратное. Надеюсь, что у вас все получилось. В следующих частях я буду показывать, как вязать другие детальки для игрушек. И под видео оставлять схемку. И вы сможете связать всю коллекцию моих игрушечек по одной схеме. То есть вот эта вот схема тела будет одна, только будут разные мордашки. Для мишки свои ушки, своя мордочка. У единорога своя мордочка, рог, ушки тоже другие. И вот у лисички другое, у львенка другое. В общем, лисички мастер-класс, конечно, я уже выставила. Но, возможно, добавлю мастер-класс, как пришивать вот эти вот ушки. А в принципе, как пришивать мордочки аккуратно, тоже у меня есть видео на канале. Все. Спасибо за просмотр и всем пока.